Друзья, всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Сергей Полянский, и сегодня у меня в руках просто офигенный, чудесный инструмент от компании Paletti. Вот такой вот телекастер с очень интересной историей. Телекастер у них называется очень интересным именем Нэнси, что я лично отметил очень забавным фактом. Если кто не знает, Paletti — это такая маленькая бутиковая контора из Италии. На самом деле, это фамилия мастера, который делает эти инструменты. Они делают вообще, в принципе, все, и гитары, и звучки сами мотают. В общем, очень клевые, оригинально выглядящие инструменты. Да, отдельно хочется отметить, что здесь сделан просто прекраснейший релик. Эта гитара, естественно, не из дешевого сегмента, это прям самый топ премиум сегмент инструментов для тех, кто врубается в звук, ну и, естественно, в такую штуку, как релик. Релик — это искусственное такое состаривание. Вот, так, в общем, что же это за зверь? Сделана эта гитара из не совсем, наверное, стандартного дерева для инструментов, но в этом одна из тех историй, о которых я говорил ранее, касаемо компании Paletti. Корпус сделан из каштана, а этот каштан в свое время был в бочках, в которых хранили вино. То есть этому дереву примерно 150 лет. Вот такая фишка, очень хорошая, наверное. Карьерная лестница для деревяшки из винной бочки. Через 150 лет стать инструментом в чьих-то руках. Гриф сделан из печеного клена, накладка тоже также из того же самого печеного клена. Колочки у нас Clisson Deluxe, звучки Paletti, громкость тон. Крутилочки, да, сделаны из настоящих гильз. В общем, вообще очень шикарный инструмент, честно говоря. Я, как человек, который очень любит телекастеры, особенно вот такие какие-то прикольные, с реликом и вообще со всякими современными, можно сказать, наворотами. В плане, я уверен, что, в общем, при всем своем таком олдскульном виде звукан должен быть точно классным. Давайте послушаем, как звучит этот инструмент. Ну что ж, это то, как должен звучать настоящий телекастер, на мой взгляд. Очень прикольная гитарка с... в общем, когда берешь такой инструмент в руки, тут ни о чем, кроме того, что ты играешь на инструменте, ты не думаешь о том, что у тебя там что-то куда-то упирается, руки режутся в кровь и блоды. То есть это действительно инструмент для людей, которым нужен хороший инструмент. Следующая история, которая связана с этим инструментом, как я уже говорил, истории у этого инструмента, даже несмотря на то, что он новый, уже немало. В прошлом году компания Paletti выпустила лимитированное издание, всего лишь 5 инструментов, подписных инструментов такого легендарного чувака, как Терри Рейд, который в свое время уступил место гитариста в Led Zeppelin Джимми Пейджу. Но впоследствии он играл с очень многими группами, в том числе с Rolling Stones. В общем, чувак с очень богатой, интересной историей, такая реально икона рок-н-ролла. Вот. И они выпустили 5 инструментов, которые, несмотря на свою высокую стоимость, были тут же раскуплены. Но так как «Мир музыки» и Paletti находятся в очень близком контакте, поступил запрос на то, чтобы изготовить еще один такой инструмент. У Paletti дали свое согласие. Единственное, что в конструкцию инструмента были внесены небольшие изменения. На оригинальном инструменте стоит P90, в корпусе хамбакера здесь стоит просто хамбакер, здесь нет подписи Терри Рейда. В общем, какие-то минимальные изменения по
по отношению к оригинальной гитаре, но в целом, в общем, это, в принципе, тот же самый кастомовый инструмент. Даже латунную пластину, я такого, кстати, вообще никогда не видел, латунную пластину для крепления струн решили оставить на этом инструменте. Хай-топ-эндовый инструмент для любителей телекастеров, звука телекастера и офигенно выглядящего релика. Когда ты берешь в руки подобный инструмент, то не хочется про него очень много говорить, хочется на нем, конечно, больше играть. Можно переключиться, наверное, на дистачок.
Что ж, друзья, это реально офигительный инструмент, но хочу еще раз напомнить, что эта гитара для тех, кто врубается в фишку, и ее высокая стоимость реально оправдана, потому что этот инструмент действительно очень классно звучит. Я уверен, что в общем, в любое село вы воткнете эту гитару, и она будет звучать офигически. Ну и, на мой взгляд, выглядит, конечно, она тоже шикарно. Я уверен, что среди вас есть как поклонники релика, так и, можно сказать, хейтеры. Да? Обязательно напишите в комментариях, кто любит релик, кто за, как я, например, да, а кто против. Кому нравится вот это вот все блестящее, во что можно посмотреться, поправить мейкап. В общем, вот, оставляйте ваши комментарии. Если у вас есть такая возможность прийти в магазин, попробовать послушать эту гитару, обязательно это сделайте. А если вы вдруг что-то подобное искали, то точно могу сказать вам, что вы это нашли. Я ставлю просто мощный и жирный плюс этому инструменту. Давно, кстати, слежу за компанией Paletti. Наверное, первый раз, да, мне удалось прям по-серьезному познакомиться, поиграть на этих инструментах. В общем, я в восторге. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал. Здесь будет еще куча всего интересного. Заходите в соцсети, комментируйте видосы и увидимся в следующих видео. Пока.